Привет, друзья! Сегодня мы с вами погрузимся в удивительный мир мифов и сказок, чтобы разобраться, могли ли некоторые из тех загадочных существ, о которых рассказывали наши предки, существовать на самом деле. Мы привыкли думать, что драконы, русалки, единороги или гигантские птицы — это просто выдумки, плод фантазии древних людей. Но что, если за этими историями скрывается нечто большее? Что, если некоторые из этих созданий были вдохновлены реальными животными, событиями или даже необъяснимыми явлениями? Давайте попробуем взглянуть на эту тему с разных сторон, через призму истории, науки и человеческого восприятия. Начнем с драконов, пожалуй, самых известных мифических существ. Они встречаются в культурах по всему миру. В Европе это огнедышащие чудовища, в Китае — мудрые и могущественные змееподобные создания, символизирующие силу природы. Почему образ дракона так универсален? Одна из теорий гласит, что драконы могли быть вдохновлены останками динозавров. Представьте себе, древний человек находит огромный череп с острыми зубами или гигантские кости, торчащие из земли. Без знаний палеонтологии он вполне мог решить, что это следы какого-то живого существа, которое, возможно, до сих пор где-то прячется. Например, в Китае, где драконы занимают особое место в культуре, археологи находили кости динозавров еще тысячи лет назад, и местные жители называли их драконьими костями. Эти находки даже использовались в традиционной медицине. Так что, возможно, дракон — это не просто фантазия, а отголосок встречи человека с доисторическими гигантами. Но давайте копнем глубже. Драконы часто описываются как огнедышащие. Откуда взялась эта деталь? Некоторые ученые предполагают, что это могло быть связано с природными явлениями, такими как вулканическая активность или выбросы горючих газов. В местах, где из земли вырывались языки пламени или серные испарения, люди могли вообразить себе чудовище, которое дышит огнем. А если добавить к этому редких животных, вроде больших змей или варанов, которые в Азии могли достигать внушительных размеров, то образ дракона начинает складываться как пазл. Например, комодский варан — огромная ящерица, которая обитает в Индонезии, вполне могла бы стать прототипом для легенд о змееподобных чудовищах. Эти существа ядовиты, агрессивны и выглядят устрашающе. Неудивительно, что их могли преувеличить в рассказах. Теперь перейдем к русалкам. Эти прекрасные и опасные создания с человеческим торсом и рыбьим хвостом упоминаются в фольклоре самых разных народов, от славянских водяниц до сирен из греческой мифологии. Откуда взялась идея о русалках? Самая популярная гипотеза связана с моряками. Долгие месяцы в море, усталость, игра света на воде, и вот уже силуэт морского животного превращается в нечто большее. Чаще всего в качестве прототипа русалок называют ламантинов или дюганей, морских млекопитающих с округлыми телами и хвостами, напоминающими плавники. Если посмотреть на ламантина в мутной воде или на закате, его движения действительно могут показаться похожими на женскую фигуру, а их мелодичные звуки, которые они издают под водой, могли стать основой для легенд о пении сирен, заманивающих моряков на гибель. Но есть и другая, менее известная версия. Некоторые исследователи считают, что образ русалок мог быть связан с реальными встречами людей с представителями водных племен или ныряльщицами. Например, в Японии существовали ныряльщицы за жемчугом, женщины-амы, которые могли часами находиться под водой, добывая моллюсков. Их длинные волосы, расплывающиеся в воде, и грациозные движения могли впечатлить случайных свидетелей настолько, что те принимали их за сверхъестественных существ. А если учесть, что в древности границы между реальностью и мифом были размыты, то такие встречи вполне могли обрасти легендами. Дальше — единороги. Эти изящные кони с рогом на лбу кажутся чистой сказкой, но и тут есть любопытные зацепки. В средние века в Европе единорогов описывали как реальных животных, а рога единорогов даже продавали за огромные деньги. Позже выяснилось, что это были бивни нарвалов, морских млекопитающих с длинным спиральным зубом, который действительно напоминает рог. Моряки привозили эти бивни из северных морей, а торговцы выдавали их за доказательство существования единорогов. Но что, если сам образ единорога появился раньше? Некоторые ученые связывают его с носорогами или антилопами, такими как орикс, у которого два рога с определенного ракурса сливаются в один. В Индии и Африке, где эти животные обитали,
Рассказы о рогатых конях могли дойти до других культур и трансформироваться в знакомый нам образ. А теперь давайте поговорим о гигантских птицах, вроде рока из арабских сказок или славянской жар-птицы. Эти существа часто описываются как настолько огромные, что могут унести человека или даже слона. Реальны ли они? В Новой Зеландии до 13 века жили моа – гигантские нелетающие птицы, достигавшие 3 метров в высоту. А на Мадагаскаре обитали эпиорнисы, или птицы-слоны, весом до 500 килограммов. Эти виды вымерли сравнительно недавно, и их останки или яйца могли стать основой для легенд. Более того, в Австралии до сих пор рассказывают о демонической птице, огромном хищнике, который якобы нападал на людей. Возможно, это отголоски памяти о мегаланисе, вымершей хищной птице, которая могла охотиться на крупных животных. А если добавить к этому преувеличение и страх перед неизвестным, то миф о гигантской птице становится вполне объяснимым. Но вот что интересно. Почему эти существа так прочно вошли в наше сознание? Может быть, дело не только в реальных прототипах, но и в том, как работает наш разум. Человек всегда стремился объяснить необъяснимое. Гром — это гнев богов, землетрясение — движение чудовища под землей, а странный зверь в лесу — оборотень или леший. Мифические существа могли быть способом осмыслить мир, который был полон загадок. И в этом смысле они реальны. Реальны как часть нашей истории, нашего восприятия и нашей культуры. Давайте подумаем еще вот о чем. А что если некоторые из этих существ до сих пор существуют, но мы их просто не замечаем? Взять хотя бы морских чудовищ вроде кракена. Гигантский кальмар, которого раньше считали выдумкой, оказался реальным. В 2004 году японские ученые впервые засняли его в естественной среде. Эти создания достигают 18 метров в длину и обитают на глубинах, куда мы редко заглядываем. Может быть, в неизведанных уголках океана или джунглей до сих пор прячутся существа, которые вдохновляли древние мифы. Подводя итог, я думаю, что таинственные существа из мифов и сказок — это не просто фантазии. За многими из них стоят реальные животные, природные явления или человеческие переживания, которые со временем обрастали деталями и превращались в легенды. Драконы, русалки, единороги, гигантские птицы — все они могли быть отражением того, что люди видели, слышали или боялись. И даже если они не бродят среди нас сегодня, они остаются живыми в нашем воображении, напоминая, как богат и загадочен наш мир. А что думаете вы? Верите ли вы, что за мифами скрывается правда? Может быть, у вас есть свои теории о том, какие существа могли быть реальными? Пишите в комментариях, давайте обсуждать. Если вам понравилось это путешествие в мир мифов, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет еще много тайн. До встречи в следующем видео.